Классика, проверенная годами, и что-то новое из космоса. Так, ну Мерс у нас повыше сантиметров, ну 20, наверное. По волнам. Машина настолько привлекательная, что нас братки на трассе остановили. Вот. Пропуск! Рома поставил машину для обзора, чтобы мы ломились через кусты. И это будет как бы и первое впечатление. Как открывается капот? Нет, Есть не здесь. так. Автомобиль Кроссфит. для спортивных людей на самом деле. Можно в травматологию попасть. Можно нормально десантироваться отсюда. Даже Рома рост 150, но он при этом... Включаем музыку. И начинаем танцевать. Зовем дальнобойщиц. Тещу положили, спальник подняли. Едем в тишине, в спокойствии. Ниши для эротических журналов. Открой, пускай съедят ее. Ну такой машине не стыдно подъехать. И К супермаркету. к гипермаркету. Что спереди не очень адекват едет, держите дистанцию. В МАЗе не было круиза. И помощь при трогании в гору. Сейчас попробуем. Идем. Шум подрывает. Прикольно. Смотри, оползни. Осторожно, моя машина едет. Приехала назад. В отличие от старого, конечно, он уже выглядит намного современнее, да? Есть какое-то сходство небольшое, но МП-4 уже более агрессивный. Классика, проверенная годами, и что-то новое из космоса. Из космоса? Непроверенная, неиспытанная. Что мы сейчас будем делать? Всем привет! Сегодня у нас новое видео на канале, в котором мы вместе с вами осмотрим вот этот вот замечательный автомобиль Mercedes Actros 1845 2018 года выпуска. Автомобиль на сегодняшний день у нас в продаже. Кому интересно, можете перейти по ссылке на объявление, которое указано в описании к данному видео и в первом закрепленном комментарии, и ознакомиться с подробной информацией по машине, с ценой. Ну а мы посмотрим машину снаружи, внутри, покатаемся, посмотрим, что она из себя представляет. На самом деле первый раз у нас такая машина к нам зашла, и это будет как бы и первое впечатление о ней. Поехали! Установлен в данном автомобиле двигатель ОМ471, это уже рядный шестицилиндровый двигатель, 449 лошадиных сил, объем двигателя 12,8 литров, евро 5. Автомобиль произведен в Германии, немецкая сборка. Можно, допустим, тем, кому скучно, качать пресс, Но это на любой машине можно. отжиматься. А нажимание? А можно и брусья покачать. Короче, спортивный автомобиль. Спортивная тачка. Выглядит классно. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но, на мой взгляд, В этой модели Mercedes чуть-чуть отошел в сторону от классических линий, от классических черт. Вот сделал что-то более новое, более симпатичное. давайте ближе посмотрим его. Вот такие красивые фары интересной формы. Здесь у нас имеются такие подножечки, чтобы можно было забраться, погладить стекло. Вдруг оттуда вылезет джин. Покажи, как открывается капот. А, нет? Да вот. Ой. Лобовое стекло у нас абсолютно целое, ни сколов, ни трещин, ничего нету. Имеется солнцезащитный козырек широкий. Переднее бордюрное зеркало целое. С этой стороны у нас подъем кабины. Боковые зеркала целые, солнце мешает. Боковые стекла целые. Подожди, не мешай. Сейчас он тебя запекит. Передние шины Continental. Остаток 95%. Передняя подвеска исполнена в виде двухлистовой рессоры. Соответственно, дисковые тормоза. Практически новые. Пробег у автомобиля 227 тысяч километров. Топливный бак 360 литров. Подвеска кабины механическая. Здесь можно увидеть двигатель. Все там сухенько. Если получится, поднимем кабину. Если у нас есть с собой инструмент, покажем. Воздухозаборник на крышу идет, да? Стандартно, как во всех многоспейсах. Седло у нас Йост, как его правильно называют. Все по-разному. Задняя шина Continental. Также остаток. Вот вообще практически новая. Да, фонари целые, пластик, как мы видим, весь целенький абсолютно, все аккуратно.
брызговички, Батарейки Варта 220-ки новые. новые аккумуляторы. Задняя подвеска пневматическая на 4 подушках. Одна впереди, одна сзади, с каждой стороны. 2 тяги. Переходим с этой стороны, смотрим автомобиль. Пластик также весь целый. Вообще абсолютно нигде никакого трещинки нету. Крылышки ни разу не дотрагивались до полуприцепа. Резиночки все аккуратные. Основной топливный бак у нас на 820 литров. И там 360, да? Да, и сколько получается? Тонна 180. Ну, достаточно большой объем Тонна топлива. 200, да. Нормально. Хватит до Беларуси доехать? До Чехова и назад. До Чехова и назад? Нормальный ресурс. Фильтра, масла все новые. Машина полностью обслужена. Не требует дополнительных вложений. Вот с этой стороны водитель, аккумуляторный ящик у нас сзади располагается. Так как он находится под полуприцепом, прикурка выведена за водительское сиденье. Очень удобно и практично. Вот так. Ну и здесь все целенькое абсолютно. Это что касается внешнего вида автомобиля. И давайте теперь переместимся в салон, посмотрим, что же там внутри. Итак, мы в салоне автомобиля. Ну как в целом тебе? Ну ничего, судя по рулю, пробег небольшой. Ну, панельки видно, да, что уже какой-то такой свежак. В смысле, уже и дизайн какой-то поновее такой. Машина максимальной комплектации, судя по наличию кнопок. Есть все. И давайте теперь переместимся в салон, посмотрим, что же там внутри. Открываем огромную дверь. Мерседес располагает обувной полкой. Нет, Есть не здесь. так. Открываем массивную дверь. Огромная Сразу просто. видим 3 обувных полочки. 3. Очень, Раз, два, три, да. очень удобно. Ну и с той стороны 3-6. Можно с собой взять тещу, бабушку, дедушку. Все будет чисто и аккуратно в машине. Да, значит, давай сразу по бардачкам. Раз бардачок. Такой под инструмент. Достаточно вместительный. И бардачок номер 2. Тоже очень большой. Что интересно, он есть сеточка с обратной стороны. Ну, в него есть доступ также Из из салона. салона. Под спальником. Так, забираемся внутрь. Автомобиль Кроссфит. для спортивных людей на самом деле. Забраться, наверное, Не так-то и просто. Я скажу то, что даже посложнее, наверное, чем в Магнума. В Магнуме единственный минус, что ступеньки сбока. Здесь по прямой, ну, блин, как на второй этаж пешком дойти. высота достаточно большая. 1,83 м мой рост. Вот он мне. Если с пакетом лезть, то можно как бы и Нужно зарубить. сначала открыть дверь, поставить пакет, залезть, взять пакет, переставить его на спалку. Не, ну выглядит он массивно, очень большой автомобиль. Ну, от Так, этого давай сразу здесь посмотрим. Пульт управления пневмоподвеской. Не на магните, на таком специальном держателе нового образца. Никогда таким не пользовался. Водительское сиденье у нас имеет несколько регулировок. Вот нажали на одну кнопку, поехала вверх. Все просто, никаких заморочек с там расположением 10 непонятных кнопок. Одна кнопка на подъем, другая на регулировку по массе. Спинка человека. и непосредственно сама сидячая поверхность двигается вперед. Нет, это так и вот так. То есть расположиться можно удобно, правильно? Ну как бы человек на нем может передвигаться с любым ростом. То есть, ну, регулировки есть все. А регулировка руля. Видишь, кнопочка вот здесь расположена. Регулируется во всех положениях. Вверх-вниз, только в бок не регулируется. Ну, если чуть-чуть качнусь, то могу и в бок подвинуть. Так, ну давайте переместимся внутрь. Открываем пассажирскую дверь. Ну и попробуем залезть сейчас одной рукой. Вот мне интересно, удобно или неудобно. Значит, в одной... Я хочу сказать, если эта ручка будет плохо закреплена или с ней что-то будет не так, Можно то в травматологию попасть. можно нормально десантироваться отсюда. Либо если будет скользкая рука, либо мокрая ручка.
давай я сразу с пассажирской стороны, раз я уже здесь, посмотрю. Очень классно вот эти вот большие ручки. Выглядят такой под алюминий, да? Пластиковые, но выглядит классно. Удобно, да. Позволяет открыть легко. Закрыть, открыть автомобиль. Стеклоподъемник. Ну-ка, зажигание сделай. Опа. Можно остановить, можно нажать один раз, поедет до конца. Точно так же и вверх. Оп. Оп. И свет. Управление светом с этой стороны. О, смотри, у меня косарь вывалился. Скажи, как-то деньги. Это мои. У меня вывалился. Хотя, мы уже знаем, Так, что такое. здесь есть обдув какой-то, динамик. В дверной карте ниша под бутылку для пассажиров расположена. Трехлитровая влезет. И большой бардачок. Так, здесь у нас тоже ручка дополнительная. И имеем такую вешалку. С обеих сторон. Так, давай все-таки интереснее нам, конечно, водительская сторона. Начнем с ключа. Давай, какой у нас ключ? Ключ нового образца. Не, на последних уже Мерсах, как на легковых, нового образца. Закрыть-открыть. Все, других регулировок здесь нету. Вставляем такое специальное отверстие. Один раз нажимаем короткий нажим. Это просто... Нет, кнопка старт-стоп здесь не такая, как в легковых автомобилях. Здесь нужно держать до полной заводки. Потом отпускаем. Один раз нажал и заглушил. Ну, глуши, чтобы она не тарахтела. Так, давай с твоей стороны. Точно так же. Стеклоподъемники, регулировки зеркал. Достаточно большие, обзорные, да? Угу. На зажигание, наверное, включить. Одно короткое нажатие, включается зажигание. Удобное зеркало, ты как водитель? Да, зеркала обалденная. И линза хорошая снизу. Значит, с водительской стороны есть такая шторочка противосолнечная. Ты не умеешь пользоваться? Вот так опускаешь. На себя поднимаешь. Давай здесь. Обдув. Обдув рук. Да? Ну да. Это для тех, кто с МАЗа пересел. Да, кто сильно переживает, двигаясь на новом автомобиле. Руки Чтобы его не потеют. прыгать, руки потеют, да, включил обдув, руки высохли, все нормально. Можно ехать, не переживать. С левой стороны у нас. С левой стороны классика Мерседеса, все на одной ручке. Свет, поворотники, дворники, омывачка. То есть, Мерседес это право. Коробка передач, Колесо. переключение передач у нас автоматическое. С правой стороны у нас селектор находится. Да, переключение. селектор, драйв, задняя, механика, автомат и горный тормоз. Как механика работает? Ну, то же самое, что автомат. Ты включил механику и щелкаешь. Вверх повышенная, вниз пониженная. Мультируль. Значит, с этой стороны у нас это... Круиз, телефон, с этой мультимедиа. Ну и менюшечка здесь. Над водителем имеется у нас рация. Мерседес, заводская антенна не подключена. Подключим в ближайшем будущем. Я думаю, что завтра, послезавтра. Управление люком. Люк электрический. А, люк надо зажигание включать, наверное, нет. Оп, поехал. Ну, электрическим люком никого не удивишь, пускай открытый будет. Свет. И микрофон, я так понимаю, да, для связи. Да, А микрофон. вот это что за отверстие? Под карточку какую-то или что это? Далее, давайте здесь по компоновке. Кстати, очень классно расположено. Повернуто Удобно. все к водителю. Все под рукой. Начиная от ручника, заканчивая мультимедиа. Все повернуто к водителю, очень удобно. Достает водитель любой. Да, такие. Даже Рома рост 150, но он при этом 150 это когда-то шпилька. Так у меня где-то 140-143. Вот. все достаешь, да? Все удобно, ну да, все расположено, ручник, все в доступности. Вот у меня сидушка назад отодвинута, мультимедиа, кондиционирование, панель, все доступно. Кондиционер у нас имеется. Да, имеется кондей стандартный. Значит, здесь блокировка, помощь подъема в гору и И отключение стабилизации, антипробуксовка в простонародье. Автономный отопитель, таймер. И мультимедиа, телефон, регулировка там радио. здесь у нас розеточка, здесь розеточка имеется. И вот здесь розеточка имеется. Так как мы говорили, что с нами в командировку поедет теща, бабушка и дедушка, поэтому у нас 3 розетки. Для всех. Да, 3 розетки для всех. Розетки 24 вольта. Также переключаются одним нажатием на клавишу и становятся 12 вольтовые. Очень интересно.
Ты уверен в этом? 100%. Угу. Здесь мы имеем подстаканники или подбутыльники. Кстати, достаточно глубокие. Один поуже, другой пошире. В зависимости от вашего стаканчика. Резиновые такие штучки есть. 2 подбутыльника, подстаканник, еще один подбутыльник под большую бутылку. Здесь ниша для документов. Интересно, удобно, что она выдвигается в сторону водителя. Повернута в сторону водителя. Удобно достать документы, показать сотруднику, либо таможеннику, либо транспортнику. Задвинули и поехали далее. Нижняя уже не выдвигается, ну, просто, да, глубокая. Да. Пропустилое сиденье водительское имеет два подлокотника. Это особенный кайф. 2 подлокотника регулируемых. То есть все. Коробка автомат, 2 подлокотника. Едем, кайфуем. И непосредственно, когда уже стоишь, там какие-то манипуляции в автомобиле производишь, откидывать сидуху. Имеется здесь такая вот плоская полочка, или как это, панель, ниша. Да, торпеда очень удобная в Мерседесе. Не нужно ставить никаких этих колхозных полок, которые закрывают обзор. Ну, все, что необходимо, можно сюда положить. Места предостаточно. Имеется 2 ящика. 2 вещевых ящика. Холодильник в данной версии не предусмотрен, но его можно установить сюда. Есть все выходы, все разъемы электрические, но, к сожалению, его нет. Также обратим внимание, что пол здесь абсолютно ровный. Вообще никакого тоннеля нету, даже минимального, что очень удобно. Большой вещевой ящик над водителем, по центру. Ну и с пассажирской стороны поменьше. А для чего? Для того, чтобы можно было сделать вот так. Отбросили мы, значит, сидуху. И у нас появляется такое огромное пространство просто. Включаем музыку. И начинаем танцевать. Зовем дальнобойщиц. Дальнобойщиц с соседней стоянки и начинаем тут зажигать. Слушай, ну спальники довольно-таки большие. Я тебе скажу, даже Я скажу, не самый большой, но как бы места хватает. Все удобно, спальники поднимаются, отщелкивается сетка, вот, перещелкивается на более нижнюю защелку. Верхнюю. Да. Подожди, я неправильно. Ну, я же тебе говорю, что неправильно, на нижнюю. И все как бы. Тещу положили, спальник подняли. Едем в тишине, в спокойствии. Что-то на тещу доколупался. Нижний спальник мягенький, тоже управление. Полочки имеются для водителя. О, прикольно, обдув здесь, да? Такое же, как сверху. Вешалка. Это ниша. Слушай, вот это что? Это страховка верхнего спальника, мне кажется. Тросик. Ниши для эротических журналов. И для дисков. Так. Вот это вот что такое? Штанга. Штанга? Ну, перекладина? Металлическая штанга перекладина. Это же машина с кроссфитом. Ну точняк. Для чего вот эта вот штука? Кто подскажет, ребят? Мне кажется, я вот вижу один вариант. Либо это держатель для туалетной бумаги. Полотенце. Либо, если вас достала в дороге теща, ниша, это штанга для суицида просто. Либо позаниматься спортом, я не знаю, она выдержит, не выдержит. Ну, имеется также антизлодейная сетка. Москитная, да. А эта функция для чего? Ну, я не знаю, может, чтобы спать удобнее было. Чтобы видно было? Да, как я говорил, я бы вообще эту сидушку открутил и ездил бы с ровным полом. Можно присесть на спальник, побриться, ноги вытянуть. Ну, как бы она не мешает, она складывается. Она удобна. Есть вообще версия Мерседеса, там 2012 года я видел кабину, она идет с закругленным диваном. Диван трансформируется в 2 кресла. Вот посреди столик, над головой водителя расположен монитор телевизора. Причем эта машина была 2012 года. Ну, комплектации разные. Комплектация, да, бомба была. Также здесь у нас имеется под спальником, что таким. Здесь у нас имеется такая вот интересная вещь под спальником. Это если подушки нету с собой, а хочешь голову приподнять. Это сетка для нижнего водителя. Ага. Прикольно. Чтобы не выкатился при тормозе. Так, поднимаются таким вот образом спальники. И что здесь у нас? Ну, непосредственно выход, доступ в бардачки. И с этой стороны, и с этой стороны аналогично. И вот таким вот образом можно зафиксировать. Здесь такие специальные защелочки. Верхний спальник. Я даже не знаю, для чего его фиксировать там. Ну, наверное, если постель не хочешь убирать, застилать, да? Да, чтобы она не пылилась, не прокуривалась. Так, ну вроде все, по всему пробежались.
если что? Ну, акустика здесь не самая бомбовая, но играет хорошо. Пищалки, колонки в дверях, колонка сверху, солнцезащитный козырек. Получается, смотри, сколько здесь динамиков? Раз, два, три, четыре, пять. 5 основных динамиков и 2 пищалки. Если через Bluetooth смотреть фильмы, акустика хорошая. Ну, приятно, прикольно смотреть. Через ноутбук, ну, классно. Ну, если мы где-то что-то тут ошиблись, то можете нас поправить. Тебе, как водителю, вообще удобно в салоне, в кабине? Конечно. Корректируем сидушку под свой вес. Регулируем. Твои 50 килограмм она, наверное, не определяет. 50 килограмм у меня, я бы сказал, чего так. Все, поехали. Ну, там проваливается почва. Что проваливается? Могли бы и застрять, но это же Мерседес. Ну, такой машине не стыдно подъехать И к супермаркету, к гипермаркету. познакомиться с кем-нибудь. Машина настолько привлекательная, что нас братки на трассе остановили вот Пропуск! на крузаках. Пытаются отжать. Рома пытается решить вопрос, кому-то звонит, там что-то, переведите денег. Удалось решить вопрос, отпустили нас. Тамбовские братки! Все, мирный расход. Вот интересно, догадается, что у него второстепенное? Ну, то может и догадается, но не факт, что у него тормоза у нас. Hyundai присутствует. Бля, реально автобус, вот по кайфу вообще, так классно работает. Так, ну и что ж, сейчас Рома переоденется и, в свою любимую майку, и мы устроим тест-драйв автомобиля небольшой. Так, по щелчку так. Оп. Не, ну приятно ехать на такой машине, на свежей. Мотор работает как в туристическом автобусе, кажется, что он где-то сзади, метрах 10. И то это там сзади просто ман поехал. Выхлопная система на уровне. Такая прям приятно работает. МП-3 колбасит как трактор, это такой более приятненький. Да, тягачи едешь, как будто с телегой зацеплено, так очень. Ямочки все. Экстренный тормоз отрабатывает хорошо, сразу загорается аварийка, оп, тормоз отпустил, аварийка потухла. Аварийка, ага, она автоматом передает для задней машины, да, что у тебя что-то? Что у Для тебя? сзади идущий, что спереди не очень адекват, едет, держите дистанцию. Ну, вот реально как Ну, как... туристический автобус. Ехать приятно, комфортно. Сидушечка с 2 подлокотниками, кайф. Не, ну понятно, все равно новые машины, они уже как-то технологии развиваются. Вот ручник, я больше склоняюсь к такой версии ручника. Не бы в Вольве вот эта вот кнопочка, которая непонятно, ты его поставил, не поставил. Здесь маленький, приятный, аккуратный, все отрабатывает. Ну ты как водитель скажи. Ты же отъездил на всех видах Если транспорта. сравнивать с предыдущей версией Mercedes, это на порядок мягче, однозначно. Ну, никаких вопросов быть не может. МП-3 он более такой жестковатый, этот ну, реально автобус. Спереди рессоры, а едешь как будто на полный пневмоход. Ну ты поработал на таком? Я бы. Ты бы. Но если бы был водителем. Я готов работать на любой машине. Главное, что платили. Главное, чтобы не платили. У тебя написано резерв дизельного топлива. Ну и чё? Вот так. А уже не горит. А так не написано. Слушай, здесь баки на сколько? Тонна 200. Мы на резерве доедем до границы Латвии и России. Так, ну нам надо испытать, короче, все системы. Например, ручник. Например, круиз. Работает? Так как им пользоваться, я же не знаю. После в МАЗе не было круиза. Есть механика. Все просто, Семен Семенович. Все? Все, да, поехали, все просто. Вот на круизе ползет. Блин, ну так прикольно сидеть в нем. Он плывет просто. Как Майбах. Все, тормози. Если вы не обладаете физической подготовкой, ранее сформировавшей ваш организм, то вам эта машина будет не по силам. 1, 2, 3, 4, 5 ступеней. Зато здесь Я бы ровно сказал, пол. она покруче Магнума в подъеме в кабину. Низкий уровень воды в бачке стеклоомывателя. Мелочь. Дальше. Мелочь, а приятно.
Дольем. Да я же купил вот. Немножко омывачки. Ну, оно по вкусу, что омывачка, что тархун. Мне кажется, на одном заводе разливают. Помощь при трогании в гору. Сейчас попробуем испытать эту интересную функцию. Так, итак, останавливаемся в гору. Полная остановка. Но у нас гора не такая большая, конечно, В но... смысле? Пятая передача, отпускаю тормоз. Такая функция выключена. Он просто чересчур мощный. Это вот эта кнопка, что ли? Не, подожди, я сейчас просто поставлю первую. Вот, первая передача. Отпускаем тормоз. Она все равно достаточно мощная, даже на первой передаче она ползет. То есть телега не будет ползти, конечно. Ну, Найдем более крутой подъем. Шум подрывает. Уже 7-я. Если не загруппироваться, Восьмая. можно позвоночник сломать. 10-я. Человек-круиз. Команд, конечно, могли бы уже сделать и сенсорный. И побольше. Хотя заметь, в Мерседесах во всех, даже в легковых, они не сенсорные. В GL, в GLS. В GLS такой же. Но это наше первое впечатление о машине, потому что на такой мы не ездили еще ни разу. На самом деле, P4, да, первый раз к нам закатился. Ну, первое впечатление кайфовое. Машина сделана для водителя. То есть, ну, сидишь как дома. Подлокотнички, рулежка приятная, передачки переключаются хорошо, нет этих рывков каких-то непонятных. Все под рукой, ручник, авареечка, так, ну, команд, все сделано. У тебя хоть рост и 150, но ты все равно достаешь своими короткими Я руками. на каблуках. Короткими руками достаешь до всех приборов управления. Но этот автомобиль явно не для карьеры создан. Но мы его попробуем протестировать в жестких условиях. Прикольно. Смотри, оползни. Разворот смотрим. Блин, кстати, выворот здесь впечатляет. Ну да, на таком пятачке. Это будет видно при съемке снаружи. Вывернуть колеса и посмотреть. Прям колесо становится чуть ли не под угол 90 градусов. Тоже был поражен. Коробка работает офигенно. Коробка идеально работает. Просто кайф. Ну, в целом проехали, никаких ошибок нету. Все системы работают. Стой. Ты нормальный? Не, так и что? У нас же зеркало еще где-то на складе одно есть. Ну, честно, мне в Mercedes понравился данный. Если бы была возможность на таком с кем-нибудь в рейс съездить, я бы с большим удовольствием съездил. В принципе, я бы на любой с большим удовольствием съездил. И что планирую в ближайшее время сделать? На Scania эвакуаторе поедем. Хочу поснимать ребят, как они там Я тебе быт. могу предложить быстрые рейсы. Вот на этой Scania я хочу проехать с кем-нибудь до Челябинска какого-нибудь, Магнитогорска, посмотреть, как живут дальнобойщики. Ты выбираешь самые безопасные города в России. Челябинск, Магнитогорск. Смотри, панели по высоте такие же, как и в Volvo. Нет, в Мерседесе выше мы стоим. Чуть-чуть выше, возможно, Конечно. да. Но у него стекло, видишь, такое подскос идет, и у него вообще низко. Ну, мы вообще выше как-то. У нас панель на порядок Дверь выше, выше. чем Volvo. Я не знаю, это плюс или минус, но стоит выше точно. Ну, Мерс у нас повыше сантиметров, ну, 20, наверное, FH-ки. Кстати, Так, камера заднего вида сразу включается при парковке, парктроники, все боковые. камера заднего вида включается элементарно. Вот это вот включенный режим. Осторожно, моя машина едет назад. Осторожно, моя машина едет. Приехала назад. Ты не слишком близковато там стал? Есть варианты. Стильно, очень прикольно. Мне понравилось. А пока мы десантируемся. Друзья, ну вот такой вот у нас автомобиль в продаже. Кому интересно, звоните, пишите, задавайте дополнительные вопросы.
берите у нас информацию, все подскажем, расскажем. Приезжайте на тест-драйв. Приезжайте на тест-драйв, да, мы никогда не отказываем. Все, всем спасибо за просмотр, удачи, до новых видео.